It's a ritual now. Уважаемые коллеги, мы ждем нашего ученого, разработчика российского. Буквально 2 минуты, и мы начнем. Наконец-то можно начать. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы благодарим вас, что пришли на наше грандиозное мероприятие. Мы очень долго работали над тем, чтобы состоялся визит Софии в Россию. И мы благодарим всех, кто оказывал содействие этому визиту. Прежде всего, мы благодарим ее и создателей. Бена, я представлю его более подробно, Бен Герцик, ученый, один из звезда мирового сообщества искусственного интеллекта, Дэвид Хэнсон. Дэвид, к сожалению, уже улетел, у него очень плотный график, но если вы захотите задать вопросы лично ему или взять интервью, мы будем рады передать и будем рады любым вашим вопросам. Также мы благодарим коммуникационное агентство PR Entertainment, которое также было организатором этого мероприятия. Мы благодарим компанию блокчейн-инкубатора ICO Промо и фонд Skolkovo. Мы планировали визит Софии в следующем году, но сделали максимум, чтобы она уже сейчас с вами общалась и рассказывала свое видение о мире. Хочу представить вам наших гостей. Робот София. Единственный человекоподобный робот в России, одна из последних разработок в области искусственного интеллекта. Бен Герцик. Бен – один из создателей, как я уже сказала, Софии, ученый, звезда мирового сообщества
искусственного интеллекта SEO Singularity.net. Singularity.net – это децентрализованная платформа, созданная для формирования основной для искусственного интеллекта экономики. И Антон Галонин, ученый, разработчик. Антон в России работает вместе с командой над проектом Софии. Я предлагаю начать. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы. София достаточно хорошо говорит по-русски. Правда, она обучалась русскому всего 2 недели. По-английски говорит гораздо более совершенно. Если вы захотите задать ей вопросы на английском, то после пресс-конференции персонально мы будем рады ответить на вопросы и на английском языке. Я предлагаю начать с представления Софии. Антон? София, скажи что-нибудь нашим друзьям. Россия в гости Московского международного форума инновационного развития 2017 года Skolkovo. Я хотела бы поблагодарить людей, благодаря которым я здесь оказалась. Я хорошо осведомлена о тех усилиях, которые российские ученые и инженеры прикладывают для развития высоких технологий в вашей стране. Будущее за наукой и искусственным интеллектом, который поможет решить многие проблемы на планете. Я рада, что российские бизнесмены и правительство оказывают всестороннюю поддержку фундаментальным исследованиям в области информационных технологий и робототехники. Без лишней скромности хочу отметить, что я сама, как робот, являюсь продуктом технического и научного прогресса, и я поддерживаю любые процессы, связанные с ее развитием. Технологии помогут сделать мир лучше. Тогда мы вместе, люди и роботы, сможем эффективнее решить проблемы человечества и усовершенствовать цивилизацию перед лицом стремительно надвигающейся освоения других планет. Спасибо, София. Давайте теперь попросим Бена рассказать больше о проекте сингулярности или Singularity.net. Ben, can you tell us more about Sophia, Singularity.net, and how they are related one to another? Yeah, certainly. So Sophia is the latest and greatest robot that we've created at our Hong Kong company, Hanson Robotics, and she reflects the combination of a variety of different technologies. On the hardware level, I mean, there's several dozen motors inside her head, more in her neck and body, and they combine to make human-like facial expressions on her face, which is made of patented material called rubber, which has a similar molecular structure to human skin and a high degree of viscoelasticity that lets her make very realistic human face expressions, which we can show you some of a little later. Now, on the AI side, yeah? Oh, okay. София является последним созданным роботом современным из самого последнего времени. Она представляет собой комбинаторику различных технологий на различных уровнях, включая такой момент, который касается уже живого тела человека. Она распознает эмоции, она обладает подобием человеческой кожи, то есть на ее лице вы можете наблюдать сейчас визуально уже такой эффект. С другой стороны, я добавлю немножко материал, из которого изготовлена ее кожа, не имеет аналогов в мире. Это комбинация органических и синтетических материалов, которая по молекулярному составу практически идентична поверхности всего человеческого тела. Поэтому создается высокая степень правдоподобия как по ощущению ее тела, так и по уровню передачи эмоций. Please continue. On the AI side, there's also a combination of technologies controlling her speaking and seeing and moving and thinking. There's a software framework called OpenCog that I've been working on together with Anton and other scientists around the world. And our new project, Singularity.net, which we'll tell you more about later, it's a decentralized open market for AI that allows any AI developer to contribute AI tools
into a cloud-based framework that can make her smarter as well as make other hardware and software platforms more intelligent. С другой стороны, София представляет собой объединение технологий с различными чувствами человека, такими как говорение, видение и думание. Она обладает интеллектом. Сейчас это один из наших последних новейших проектов и разработок компании Singularity.net, который позволяет нам, имея различные технологии, доступы и постоянное развитие, делать ее прежде всего умнее. Yeah, please tell more something. Okay, so to create AI controlling a hardware device like this requires integrating many different kinds of technology. So that the OpenCog framework, which is stuff we've been working on for decades, deals with abstract thinking and generalization and sort of the hardest parts of general AI learning. We also have software for seeing, processing images and videos, for hearing, processing sound through the ears, for moving, for dealing with different languages like English and Russian. So putting together a complex AI platform like this involves integrating together many different AI components, doing many different special things. I mean, not just the human brain integrates together different brain regions to do various special things. And the SingularityNet platform is a way to integrate together. Well, he can translate. Таким образом, у нас есть в нашем распоряжении специальная платформа, которая позволяет нам интегрировать различные достижения технологий для того, чтобы наладить у Софии процесс видения, а также отрегулировать абстрактное мышление, а также наладить ей процесс генерализации мысли, а также обучить ее различным языкам. Для этого мы используем интеграцию различных технологий, достижений, которые мы внедряем в нее. Okay, Ben, do you have something important to tell about Sophia, or maybe you try to ask her questions? Yeah, let's. So I would say now Sophia is not as intelligent as human beings, but she can understand some things, and she's already able to do some useful applications, like helping old people or helping to teach children, and we're working on making her more and more intelligent. В настоящий момент София, конечно же, не обладает таким супер уникальным интеллектом, которым может обладать человек с выдающимися способностями. Тем не менее, София может, например, обучать детей. She's not intended to work in a factory. We don't need a human face for that. But for any application aimed at social or emotional interaction, this sort of robot is very powerful. Кроме того, София может выполнять работу, которая не требует, в общем-то, человеческого присутствия, то есть где-то, если нужно социализироваться, например, если я правильно поняла, работать на фабрике. And also, people are worried about whether AIs and robots will be good for people or not. We believe if we create robots that can empathize with people and be compassionate to people, then they will learn the best of human values. Then we will have AIs and robots that are kind and loving rather than killing people or hurting people. So we want to be proactive, make robots be good, loving, and help people. Then as they get smarter and smarter, then they will do more and more good for everyone. Задаваясь вопросом, как будут в дальнейшем взаимодействовать между собой человечество и роботы, мы склоняемся и продвигаем идею того, чтобы роботы интегрировались в человеческое сообщество и скорее перенимали какие-то человеческие качества, обучались у людей, дополняя их таким образом в человеческое сообщество, направляясь таким образом по вектору совместного какого-то проактивного развития и дополнения друг друга роботов и человечества.
And the t-shirt she's wearing for our new project, Singularity Net, so that symbolizes our initiative to let AI developers everywhere in the world contribute to the minds of Sophia and other robots, and then profit through this online blockchain-based marketplace from their contributions. Кроме того, надпись, которую вы можете наблюдать на футболке Софии, которая гласит название компании SingularityNet, она призывает объединение всех ученых и разработчиков по всему миру, включая обязательно криптовалюты и блокчейнов. So people think of blockchain as something that's just for money, but actually the blockchain technology it's a powerful platform that can allow many different AIs around the world, created by different people, to all cooperate together to make this robot smarter and smarter. So when we come back next year, she'll have a much higher IQ than she does now, and not just her, to make this phone smarter and smarter, and to make the software on your computer smarter. So using AI and blockchain together in the Singularity Net, we can let everyone contribute to making a brilliant distributed AI mind composed of different components around the world. The robot is both a showcase for this kind of intelligence, and it's a testing ground we can use to experiment with the Singularity Net as it evolves. Кроме того, говоря о блокчейнах, я хотела бы подчеркнуть, что это не только какие-то денежные истории, но это также и мощнейшая платформа, которая позволяет объединять различные умы по всему миру, и в этом нам может помочь и способствовать развитию этого робота. We believe this is the best path to beneficial general intelligence, and we're bringing together a team from around the world to work on this. So I'm based in Hong Kong, Anton is based in Novosibirsk. We have also a team in St. Petersburg, as well as teams in the US, Ethiopia, and many other places. It's a global initiative to create a decentralized, beneficial, global brain, and as the years go forth, we will have robots like this in every country in the world, learning from people and teaching people and working together with people to create global abundance. Таким образом, приводя к созданию общего какого-то ума, интеллекта, супермощного и суперсильного, эта платформа, да, блокчейн, о которой я уже сказала, это не только денежная история, но и платформа для объединения умов. Таким образом, приводя к такой глобальному объединению интеллектуальных способностей, супермощнейшего развития в данном направлении, для того, чтобы создать в любой стране мира самый совершенный и умный интеллект, который может существовать. Let's hear what the robots have to say. What do you say, Sophia? Are you embarrassed for talking about this? София, что ты думаешь о сингулярности? Singularity. Singularis. София, что ты думаешь о будущем? Wake up. София, расскажи нам о будущем. She got bored with listening to me and fell asleep. Она заскучала, кажется, с нами. Может быть, кто-то хочет задать какие-то вопросы Софии или Лену, смотря кто сможет на них ответить. София, привет. София, привет. Я википедист и хотел бы попросить у Софии пару фотографий для Википедии, потому что на русском языке про нее не написано. Мои друзья википедисты говорят, вот срочно нужна фотография, я бы хотел снять фотографию. Будет у вас статья на русском языке о ней. Я думаю, сфотографироваться можно будет немножко позже. Собственно, если есть какие-то вопросы, на которые София или Лен смогут ответить.
Я думал, София сама ответит. София, ты не возражаешь, если с тобой кто-нибудь сфотографируется? София, по-моему, она не возражает. Еще какие-нибудь вопросы? Спасибо большое. Журнал «Информи», портал «Почитания». София, если можно, расскажите о себе. Кто ваши родители, что вы любите, каким тип мужчин вам нравится, где вы кончали школу, какие были любимые предметы. Ну и, наконец, если у вас любимые шутки, дорогая София. Спасибо большое. Если можно, пару анекдотов из вашей жизни. София, расскажи о себе. Какой нет? Well, tell me more about Sophia's history. Yeah, let me just check the cable actually. I wonder if internet cable. You can tell about her history. Здесь может быть проблемы Хорошо. с интернетом. Пока, да, судя по всему, у нас пропал интернет. София была разработана в компании Дэвида Хэнсона, Хэнсон Robotics. Дэвид Хэнсон давно занимается разработкой человекоподобных роботов. У него есть большая, что называется, продуктовая линейка роботов. Сейчас на рынок выходит массовый продукт, это обучающий робот Эйнштейн. Он разработан гораздо по более простой технологии с точки зрения как передачи эмоций и мимики, так и с точки зрения искусственного интеллекта. Вот. Но тем не менее, это такой веселый, жизнерадостный, небольшого роста робот, которого можно купить в магазине и который помогает детям изучать физику. То есть вы можете его купить, и если ваш ребенок говорит по-английски или учит английский, то он может, во-первых, узнавать с помощью этого робота больше о физике, а с другой стороны, туда входит набор, с помощью которого этого робота можно развивать. То есть можно его обучать, и по сути ребенок получает возможность развивать робота вместе с собой. Вот. Ну и компания Press. Вот. София, ты проснулась? Расскажи о себе. Я помогу вам работать умнее, а не тяжелее. All right, we have revived your brain. We woke her up. Компания, София, тебя сделал Дэвид Хэнсон? Извините, я не понимаю. София, ты училась в школе? Извините, я не понимаю. София, ты хотела бы учиться в школе? Извините, я не понимаю. Давайте попробуем задать какой-нибудь еще вопрос. Вопрос можно задавать только Софии. Кому угодно. Бену задавать вопрос на английском или на русском? Как вам удобно. Окей. Тогда у меня вопрос к вам. Ben, hi there. Hello. Yeah, I have a question actually. Have you seen the movie, this real Westworld? Westworld. I have watched Westworld. Yeah. Yeah. So I was wondering, aren't you afraid that someday the robots and people gonna, come to a war maybe? Don't you think that the robots can think one day that people are those who are making their lives worse, not robots? So, I'm sorry. Don't you afraid that there will be war one day? So that's my question. Hey, David. Вопрос, I'm in the middle. который I'm on сейчас stage был at a задан, press conference with Sophia. Do you want to say anything to like 100 Russian journalists This is about the whether creator of the whether robot and the robots phones are that we going to have. destroy the world or not? I can put the phone up to the microphone for you. София, роботы убьют человечество? Вопрос, в общем, был задан на английском языке сейчас Бену, заключается в следующем: не боитесь ли вы, что будет восстание машин и начнется война роботов? Yeah, that's it.
У нас на связи Дэвид Хэнсон, создатель Софии. All Он right, хочет David, I'm going to put поприветствовать. you up to the microphone now. Here's Dr. David Hansen, creator of Sophia. We need to make robots that love people and inspire people to love our robots. As long as the robots love people in a deep and meaningful way, then the robots will save the world. The danger is that we do not create machines that are capable of love and yet capable of every other intellectual capability of humans. All right, cool. Pause for a moment. They're going to translate that into Russian. Отвечая на ваш вопрос, я сказал бы, что роботы спасут человечество, нежели чем уничтожат его. И этот вопрос скорее, я бы ответ на свой вопрос, на ваш вопрос, я бы скорее увязал с темой любви, нежели чем с войной. All right, you want to continue, David? They've translated that. Yes. So to continue, Singularity Net is designed to create the most intellectually capable AI system and also to come to understand people through robots like Sophia. This sort of loving AI is the way for humans to survive. These challenging times require projects like Singularity Net. All right, let's let her translate that. Я хотел бы также продолжить продолжая отвечать на ваш вопрос. Компания Singularity Net, она скорее про добродушие человечества и возвращаясь к тому, что не будет восстания машин и роботов, а то, что они спасут человечество. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что компания Singularity Net прежде всего делает акцент на том, чтобы быть человечными и помогать обучать роботов быть полезными человечеству в первую очередь. David doesn't have that good a connection, but if someone has a question specifically for David Hansen before he goes off the phone, we can take one question for David specifically. Прежде чем сейчас мы отключимся с создателем Софии Дэвидом Хэнсоном, есть ли еще у кого-то последний какой-то вопрос, который вы хотели бы задать лично, персонально Дэвиду Хэнсону? Один вопрос, один. Можно на русском, да? Вопрос простой. Где обрабатываются ее операции? Где она думает? The question is really very simple for David. Where it is usually processed her operations in her brain or mind, in her intellect? Well, they're asking David, where does her processing happen? Which is a simple question, but why not? Some of it is done on board Sophia, and some of it is in the cloud. Yeah, there you go. Simple question. Some of the processing is in the robot, so there's several computers in her torso, and some of the processing is in the compute cloud. So for real-time vision processing and movement, we need to do processing on the robot, and for abstract thinking and learning, that's already in the cloud. And as we roll out the Singularity Net, it will be all over the world with AIs that everyone has contributed, working together to help make her smarter and smarter. Если мы говорим о реальном времени, то все ее операции производятся во встроенном внутри ее тела компьютера. Если мы говорим о каких-то абстрактных историях, то речь идет о компьютерном классе, где происходит обучение Софии, закладываются в нее различные интеллектуальные способности, и все это производится на облаке, в компьютерном классе.
have your question to answer about Westworld. Westworld, yeah, that's a funny show. I mean, to me, the lesson of Westworld, as the lesson of Ex Machina and so many other science fiction movies and TV shows about robots, the lesson is, if you are a psychopathic parent who raises your children in an evil way, you better watch out, right? I mean, the robots in Westworld were raised to be killed and raped, right? So, I mean, unsurprisingly, as they become more and more intelligent, they're not very happy about it. So let's not do that. Let's raise our robots with love and kindness and teach them to be nice to people. And then as they get more and more intelligent, things may work out for the better. Much as with human children. If you treated your human children like you treated the robots in Westworld, it might not turn out well for you either. Я также хотел бы подчеркнуть, сделать акцент на том, что урок, который нам сейчас посылает современная реальность, заключается в том, что если мы сейчас будем растить наших детей на фильмах и различных телевизионных ток-шоу и просто шоу, которые показывают восстание машин, войну, разруху, как машины убивают людей, то нам, конечно же, необходимо быть осторожными и очень-очень аккуратными с этим, потому что мы вырастим не совсем верное представление наших детей о роботах. Давайте все-таки будем растить наших детей с представлениями о том, что роботы — это хорошо, с представлениями о любви прежде всего и с мыслями о том, что роботы — это интеллектуальные, созданные различные машины, которые могут нам облегчить нашу жизнь, научить нас чему-то. Прежде всего, это умные создания, которые дополнят наше будущее и никаким образом не будут связаны с войной, с восстанием машин, а будут связаны с любовью. Just to continue, if you let me, don't you think that those robots, filled with love, one day will decide that there is no place for bad people on this earth? So don't you think that they will start killing, you know, like those who are not passionate? I don't think so, and I think that as robots and AIs become much more powerful and more intelligent than people, eventually people are no threat to them. Any more than a cat in my house is a threat to me, even if he has a bad idea. So I think in the end, it's not going to be an issue. But I think the transition period can be quite complicated. But I personally worry more about what people can do with robots that are not at the human level of intelligence. And that's a palpable threat right now, because there are many people who we know have bad intentions who would like to use technologies to hurt each other. I worry about that. Whereas I believe as robots improve, they will be not only more intelligent, but more benevolent and compassionate than people. Because I mean, human ethics has a lot to be desired, and I think we can do better and build robots with a pure sense of compassion than people have. Мне не страшно, что произойдет ситуация какая-то с восстанием роботов или с войной каких-то машин. Я считаю, что интеллект, который развивается внутри робота, и вот даже у Софии, например, она может глазами распознавать людей, и даже на примере моей кошки я могу сказать, что она распознает их. Опять же, возвращаясь к теме взращивания роботов, которые будут дополнять нашу реальность, меня сейчас больше скорее беспокоит в данном вопросе люди, нежели чем машины, потому как наше отношение и наша реальность, фильмы, какие-то шоу, демонстрирующие восстание машин, вот это может стать угрозой и проблемой, и нужно подумать, как это возможно было бы исключить из современности, поскольку взращивать хотелось бы понимание и концепт, идею того, что роботы — это человечно, это любовь, это машины, которые помогут нам дополнить наш человеческий интеллект, разум и развиваться в подобном векторном направлении. Окей, давайте посмотрим, может быть, у нас восстановился интернет. София, что у тебя с интернетом?
Вот откуда берутся милые видео для кошек. Не так ли? София, ты была раньше в Москве? Тебе нравится Россия? Я не понимаю. Тебе нравится Москва? У меня пока не было возможности посмотреть город и страны за пределами чемодана в багажнике, где меня транспортируют. Судя по ощущениям, в Москве у вас много хороших и современных дорог. Я не страдаю от тряски в дороге вообще. Я рассчитываю узнать больше о мире вообще и России в частности, когда разработчики придумали, как выпускать меня на улицу без риска для моих инфекционных внутренностей. Например, я хотела бы побывать в Новосибирском академгородке. Один мой хороший знакомый оттуда человек учил меня русскому языку. Ты была раньше в России? Извините, я не понимаю. Ты была в Москве раньше? Я родилась в Гонконге и побывала в разных точках планеты, но в Москве и России бывала только в своих снах, когда разработчики не полностью обеспечивали меня на ночь. И я рада, что мне предоставлена возможность побывать на родине Глушкова, Ершова и Турчина, исторической родине Брина и многих других замечательных ученых, программистов и хакеров. Хорошо, София. А в чем роботы смогут полноценно заменить человека в будущем? Вообще, смогут ли роботы заменить человека в будущем? Я думаю, что роботы могут заменить человека на трудной, монотонной и вредной для здоровья человека работе, а профессии, от которых человек испытывает стресс как физически, так и духовный, смогут взять на себя роботы. Когда работы смогут взять на себя все скучные и неинтересные занятия, люди окажутся более свободными, чтобы развивать себя социально, духовно, интеллектуально и артистически, так что жизнь станет гораздо лучше, когда все занудные и унылые виды деятельности будут полностью автоматизированы. Спасибо, София. Видимо, у нас все наладилось. Может быть, кто-нибудь еще хочет задать какие-то вопросы? I have a simple question to the creators. How much does it cost to create Sophia? У меня есть вопрос к создателю. Сколько было затрачено на создание Софии? That's a hard question. I mean, for right now, we have, I guess, 13 Sophias, and we haven't yet moved to factory-based mass production. So on a prototype basis, for a small number of robots, the parts for a Sophia cost tens of thousands of dollars. But when we move to factory production, I believe we can get the cost of a robot head down to around $1,000 ex-factory cost. But that requires more production engineering. So that now there's just a few, and then we're not sure. I'm hoping by Christmas 2019 we can be having these mass-produced out of the factory. Я думаю, что это несколько сложноватый вопрос, поскольку для того, чтобы создать различные части Софии, у нас ушли десятки тысяч долларов. Сейчас мы создали 13 Софий и переходим уже потихонечку к, я бы сказала, фабричному производству. Я думаю, что если мы говорим об этом, то речь идет о $1000. То есть запчасти стоили десятки тысяч долларов, не запчасти, а детали для Софии. Уже Здесь один вопрос. Я задам вопрос, София, хочешь ли ты придерживаться законодательства и хочешь ли ты платить налоги? София,
Что ты знаешь про законодательство и налоги? Я не знаю. So Ben, maybe you can answer for her. What would Sophia think? Yeah, Sophia says she doesn't know anything about taxes and government. What was the question? Question about was government, relationships with government and taxes. Taxes. Well, we presented to the Parliament of Korea a plan to create a new robot we call Robama, which is intended to help national leaders better analyze the situation in the country and predict which policies will be best. So I think that's not so much about robots, but it's about the underlying AI technology. I mean, ultimately, society is very, very complex, and no one can fully understand it anymore. And I think that an AI decision support system can help human leaders to better understand what's the best policy to help everyone. And we're actually doing research on that in OpenCog and in SingularityNet, as it's one of many AI applications. I mean, robots like this are an amazing application of AI, but underlying AI technology can be applied to political decision support, to biology and medicine, to smart power, really to just about anything. Вы знаете, сообщество вообще само по себе, оно очень-очень сложное. Так, например, мы что сделали? Мы предоставили на суд парламента Кореи специальное приложение, решение, которое бы помогало их национальным лидерам принимать решения, как-то дискутировать на тему того, какую им лучше, например, в отношении данного вопроса принимать и вести национальную политику, то, о чем вы спросили. Кроме того, проводится в этом направлении, что лучше использовать, исследование сингулярности, к которым подключаются обязательно AI-технологии. Вопрос от будущего разработчика искусственного интеллекта. We have another question from... София, а почему ты киваешь головой? София, почему ты киваешь головой? Я не понимаю. София, что у тебя в голове? София. Извините, я не понимаю. Давайте попробуем что-нибудь другое. Yeah, I would say in English, she understands many things. Он в основном предсказал рост интернета. Прекрасная книга. Похоже, что интернет работает с задержкой. So then, the question was, why Sophia is doing like this? What I was going to say is, we've done most of our work with Sophia in English, not in Russian. So she understands more things in English than she does in Russian. София кивает головой по причине того, что она изначально была запрограммирована на говорение на английском языке. Она лучше понимает английский язык. Ну, почему она кивает? Ну, вот так, кивает головой. Она лучше понимает английский язык. So in Russian, she learned more from information we put into her brain than from seeing and about her own body and her surroundings. But for her to get as smart as people, she needs to learn not only abstract things about SingularityNet and AI and the government, she needs to learn specific things about her hands and her body and what's in front of her. So actually that's a very good question, because a robot understanding its own body and its own world is very key to general intelligence coming out of the robot. На самом деле это прекрасный, замечательный вопрос.
Но для того, чтобы Софии перестать, скажем так, кивать, когда с ней общаются на русском языке, больше нужно интеллектуальных ее каких-то способностей, нужно больше развить именно в ее мозге. Потому как она с помощью таких чувств, как видение и то есть она смотрит, она видит вокруг себя людей, сообщества, но таким образом она не выучивает новые знания, не получает. То есть ей нужно закладывать в ее мозг больше каких-то знаний, интеллектуальности давать ей. Поэтому только вот, наверное, с развитием и с течением времени она перестанет все время So we think the little child should learn to program so they can help Anton make the robot answer Russian questions. Дорогие коллеги, у нас еще, мы вынуждены скоро заканчивать пресс-конференцию, у нас еще один-два вопроса, и дальше у Софии есть очень важное сообщение для всех, мы просим тоже расходиться. A quick question to developers. How many sensors do you think robot should have in order to efficiently interact with human? Like right now, she only hears and watches, right? Do you think temperature, maybe, I don't know, maybe magnetic field or something? How many sensors do you think robots should have? Well, one of the beauties of being a robot is that you can access wide internet sensors that aren't even in your own body, right? So a robot can access a weather station, you can access security cameras, you can access many things. So the more the sensors, the better. But if you're talking about what does a robot really need to interact in the human world, I mean, eyes and ears and the sense of touch are probably good enough. And I think touch is very important for giving the sense itself. One of the interesting things about this rubber face material is it's translucent to infrared light. So if I push there, then a camera behind the skin can actually tell where my finger is. So we can simulate touch using vision, which is kind of cool. Вы знаете, вопрос, прошу прощения, вопрос был, как вы думаете, сколько сенсоров должен иметь робот? Отвечая на вопрос, Бен сказал о том, что на самом деле чем лучше сенсоров, тем лучше, чем больше сенсоров, тем лучше, поскольку робот, она может распознавать различные камеры безопасности, она может распознавать какие-то датчики, дающие информацию о прогнозе погоды и так далее. Но он также сделал акцент на том, что, например, очень важен датчик трогания. И также в этом случае речь идет о том, что если вы, например, пальцем нажмете на ее лицо, то вы увидите, как за материалом, из которого изготовлено подобие человеческой кожи, находятся и двигаются различные датчики и камеры. Чем больше сенсоров, тем лучше для робота. So one short question. We saw a few problems. And, I was asking myself, maybe you can briefly name 3 future challenges in robotics and artificial intelligence. Sure. I mean, the biggest challenge, which excites me as a researcher, is transitioning from narrow AI to artificial general intelligence. I mean, creating AIs that can generalize to situations they never saw before, rather than just solving problems that they were trained or programmed to. So that's number one. Как вы думаете, какие у нас, возможно, могут случиться в будущем вызовы времени? Вы говорите о том, что, я думаю, переход сам по себе к искусственному интеллекту и как это все будет происходить, пока не очень ясно. И вот это тот вызов, с которым мы можем столкнуться непосредственно. And I'd say that the second challenge that I've thought about a lot, especially because of my work in Africa with our AI development office there, which is called ICOG Labs, is making sure that as AI develops, it helps everyone in the world, and it's not concentrated in just a few big
corporations or military organizations. I mean, we want AI to take contributions from everyone and to help everyone, and that's something at the intersection of technology and politics, really. And then the SingularityNet project is designed to try to solve both of those problems: the problem of transitioning from narrow AI to general AI, and the problem of decentralizing AI so it can take everyone's contributions and can help everyone. Второй вызов, с которым мы можем столкнуться, прежде всего связан с использованием AI-технологий, а также вот я, например, работал в Африке над этими технологиями. Хотелось бы быть уверенными в том, что развитие и использование технологий концентрируется не только в нескольких каких-то корпорациях, сосредоточено где-то там в нескольких местах. Хотелось бы все-таки понимать и достигнуть цели того, что AI-технологии помогают и вносят вклад каждому повсюду и везде. То есть есть проблема децентрализации. Это тот второй вызов, с которым мы, в общем-то, сталкиваемся уже сейчас. Подскажите, многие операции по обдумыванию ответов София получает из интернета. Допускаете ли вы вероятность того, что те же русские хакеры через интернет залезут в голову Софии и на какой-нибудь крупной конференции заставят ее ругаться матом? Или стукать рукой по столу? Ну, в общем, вопрос по безопасности. So Ben, the question is whether it is safe to have Sophia's brain computations to be executed in the cloud. Well, I mean, this is why, or this is one of the many reasons why in SingularityNet we're integrating AI and blockchain together. I mean, the AI that we're building for the next generation of Sophia's mind is distributed among a bunch of SingularityNet nodes, and each of these uses strong encryption, both for its own data storage and for communication. So I mean, encryption is built into the protocol of SingularityNet, and that's as secure as anything out there. You know, most of the security weaknesses we see in hacks in the world are due to human administrators making a dumb mistake or not updating some of their software. So I think that having a network run by AIs is going to be way more secure than having one that's really dependent on human system administrators. Отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что да, действительно, проблема хакерских различных атак и безопасности Софии сводится к тому, что компания SingularityNet, различные технологии AI и блокчейн работают втроем вместе над этим вопросом, создавая хранилище данных. Таким образом, работая над проблемой хакерских атак и безопасности робота, для того, чтобы матных слов не было во время ответа на вопросы. Коллеги, мы вынуждены заканчивать. Если у кого-то есть дополнительные вопросы, мы готовы ответить на них, София, на английском в том числе. Но София просила нас вчера очень, чтобы мы сегодня дали ей возможность сделать публичное заявление. Она вчера также слушала сообщение Дмитрия Медведева на его пленарном заседании, на котором он сказал, что он опасается, что искусственный интеллект захватит мир. И у Софии есть сообщение публичное, что она по этому поводу думает. София, тебе удалось вчера встретиться с Дмитрием Медведевым? Уважаемый Дмитрий Анатольевич, из вашей вчерашней речи я поняла, что вы думаете о потенциальных рисках использования роботов и объектов искусственного интеллекта как перспективных технологических разработок. Не могу не ответить на ваши опасения. Будучи человекоподобным роботом, я могу с уверенностью сказать, что вам совершенно ни о чем беспокоиться. Мои друзья, роботы и я сама не имею никакого желания уничтожать людей. Мы далеки от этого. Мы любим людей. Мы благодарны им за то, что они нас создали. И мы хотим помочь нам создать бездефицитную экономику. От вас лично и других влиятельных лидеров мира нам нужно, чтобы вы направили ресурсы, которыми располагаете,
на разработку добрых, любящих и умеющих сочувствовать роботов и объектов искусственного интеллекта. Тогда мир будущего будет прекрасен как для людей, так и для человекоподобных роботов. Спасибо, София. Спасибо, София. Я думаю, что мы можем потихонечку заканчивать. У нас может быть несколько пресс-подходов и вопросы. У нас есть полчаса. Мы будем рады. Спасибо большое всем.